Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам про новый лаунчпад, который сейчас будет проходить на бирже Bybit. Всем любителям иксов добро пожаловать, как говорится. Что такое лаунчпад? В двух словах для тех, кто не знает, то это у нас первичное размещение токенов на своей платформе, то есть Bybit в данном случае продвигает новый проект у себя на площадке и реализует первичную продажу токенов по, естественно, низкой цене до листингов, которые происходят после. И, соответственно, потом уже все рубят иксы. Итак, давайте переходить непосредственно к условиям самого лаунчпада и разберемся, что вообще происходит. На бирже Bybit это уже второй лаунчпад, который проводит площадка торговая, и запуск ее состоится 28 октября в 10:00 по UTC. На московское время это 13:00. Запускаться будет проект CropBytes, и это у нас очередная NFT-игра, которая позволяет развивать ферму и в дальнейшем обменивать достижения на криптовалюту. Так, давайте вернемся к условиям, как принять участие. Для участия в распределении токена нужно выделить определенное количество токенов BIT. Вот. И подписка основана на 5-дневном среднесуточном балансе BIT на вашем спотовом аккаунте. Что это значит? Вам нужно на своем спот-аккаунте биржи Bybit иметь токены BIT. И чем их больше будет, тем больше будет возможность купить этих токенов CBX. Вот. Токен в деталях у нас, значит, как обстоит? Всего будет 500 миллионов, и эти 500 миллионов они планируют разблокировать в течение последующих 4 лет, примерно до 2026 года постепенно. На момент распродажи будет выделено всего 3 миллиона CBX, то есть 0,6% от общего количества. И ограничение на одного пользователя будет максимум 5000 CBX, то есть больше этого количества купить будет нельзя. И опять же, эта возможность будет предоставлена тем, у кого максимально много будет токенов BIT на спотовом аккаунте. Так, цена одного CBX равняется 10 центам долларов США. Напоминаю, что это первичная стоимость токена. В дальнейшем он может вырасти после того, как произойдут какие-либо листинги на других биржах. Итак, как вообще все это будет работать? В период с 31 числа по 4 ноября будет период фиксации. И в течение 5-дневного периода среднесуточное количество BIT токенов, которые вот на спотовом аккаунте должны быть, будет фиксироваться ежечасно. То есть итоговое значение будет фотографироваться. То есть у вас будет происходить такой как бы рентген вашего спот аккаунта. И впоследствии среднесуточное вот это вот количество BIT будет давать возможность купить то или иное количество CBX и максимальное вот количество 5000. Стоит учесть очень важный момент, что период подписки на распределение токенов состоится в период одного дня. Вот мы видим, что с 5 ноября по 5 ноября с 3 UTC по 11 часов. Так, если это на Москву переводить, то это у нас получается с 6 утра и до 14:00. То есть надо не проспать этот момент, зайти на биржу, нажать кнопку «Участвовать», чтобы внести определенную сумму в новый проект в течение периода подписки. Максимальное количество BIT, которое можно будет добавить в подписку, зависит от среднесуточного баланса BIT на спотовом аккаунте за те 5 дней, когда вот у нас будет биржа рентгенить наш аккаунт спотовый. Также стоит обратить внимание, что сумма зафиксированных BIT будет заблокирована и недоступна для переводов, вывода или торговли до окончания распределения CBX. То есть, вы еще ничего не получите, но BIT уже будет в данный момент заблокирован, пока вам не начислят новые токены. Сразу после окончания подписки начинается период распределения токенов, и будет длиться он 1 час. Бывают задержки на полчаса, переживать не стоит. Прошлый лаунчпад было примерно так же. Время кончилось, вот как вот сейчас мы видим, с 11 до 12, но в течение получаса они еще могут не отображаться. Так что если токены не увидите на своем кошельке, то паниковать преждевременно не стоит. Здесь также предоставлена формула, по которой будут распределяться токены CBX. В двух словах и так понятно, что чем больше на спотовом аккаунте будет ваше количество токенов BIT, тем больше вы получите возможность купить новых токенов. И на основании итогов распределения данных токенов соответствующий эквивалент BIT будет вычтен из суммы подписки.
а сами токены CBX и оставшиеся токены BIT будут зачислены на ваш спотовый аккаунт. То есть вы покупаете новые токены за токен BIT. Это стоит учитывать, что для того, чтобы вообще принять участие в лаунчпаде, вам нужно будет купить токен BIT. Ну, это можно сделать и на самой бирже, так что с этим, я думаю, проблем не возникнет. К слову сказать, токен BIT на Bybit сейчас торгуется по цене $2.25 за один токен. Вы можете перейти по ссылке в описании под видео и зарегистрироваться на данной бирже. Тогда вы получите бонус $20. В общем-то, профит тут идет для всех, и вам, и мне. И если у вас есть сомнения на счет Bybit, то лучшие криптовалютные спотовые биржи, по мнению CoinMarketCap, давайте откроем, посмотрим и найдем Bybit. Вот, на 15 месте. Посещаемость в сутки почти 3 миллиона и объем торгов 200 миллионов за день. Ну, как бы я считаю, это нормально. Как минимум, биржа популярная и посещаемость хорошая. Теперь представьте, что будет, если залистит этот токен хотя бы даже тут и пойдет ажиотаж на покупку. Вы можете, кстати, не только принять участие в лаунчпаде, но и вообще в целом скачать данную игру на телефон. Игрушка доступна на iPhone, на Android, можно скачать с Google Play Market. И давайте посмотрим вообще, что здесь делать. Вообще, в двух словах могу объяснить так, что вот есть майнинг монет, а есть теперь вот NFT игры. И данная игра заменяет майнинг. Таким своеобразным способом будет разблокировка новых токенов путем добывания игровых ценностей. То есть, чем больше вы добудете каких-либо ресурсов, что-то скрафтите, тем больше токенов вы сможете разблокировать путем продажи данных ценностей и получить за это настоящие деньги. Кстати, насчет этого еще очень важно отметить то, что у них есть свой обменник, и все игровые ценности можно будет менять прям непосредственно у них в обменнике. Вот, например, можно продать дерево за 1700 тронов. Ну, или давайте посмотрим вообще максимально, что у них есть. А максимально у них можно саму ферму каким-то образом продать за 98 тысяч тронов. Мельницу ветряную за 30 тысяч, поле 4×3 за 20 тысяч. Вот дом, если вы там скрафтите каким-либо образом, там разовьете свою ферму за 5500 тронов. 500 тронов это где-то, ну, чуть меньше $50. Логично, что это получается $550 получится где-то вот за один дом. Возможно, сделаю и обзор на саму игру попозже, но в данный момент важно было осветить тему лаунчпада. И все те, кто заинтересовался, залетайте. Еще раз говорю, ссылка в описании под роликом. Так вы получите еще и бонус, если вы не зарегистрированы на данной бирже. И помните, что нужно купить токен BIT, без него не получится залететь в данный проект. Вот. Насколько залетать и стоит ли вообще, решать, конечно, вам. Это не финансовый совет, каждый думает своей головой. А на этом у меня, в принципе, ребят, все. Давайте завершаться. Немножко гундошу в нос, простыл, поэтому ваши лайки меня немножко подлечат. Ставьте их побольше и пишите комменты для продвижения. А на этом у меня все. Вы были на канале Путь Богача, и это, напоминаю, что наш с вами совместный путь, который мы пройдем вместе, дополняя друг друга и делясь знаниями. Так что все, спасибо за просмотр, я с вами прощаюсь.